Добрый день, с вами ведьма Аграфина, мой канал Магия и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе и боевой, магия наказания, магия изменения судьбы, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти, договор с дьяволом и прочие ритуалы, когда не помогает все остальное. Сегодня у меня гадание на месяц, на апрель, важное событие апреля, что уйдет, что придет, что хорошее придет. Посмотрим. И по итогам, как всегда, вы выбираете колоду, либо рубашку. Пусть ваша интуиция вам подскажет, что это будет. И помните, что любой расклад стремится к исполнению в вашем понимании. И все равно людей много, ситуаций много. Я буду нюансы, варианты эти оговаривать. Так, первый, второй, третий. Важное событие этого месяца. Что ждет вас в апреле. Так, давайте. Первый вариант. Вот это вот рубашка. Вот это колода Таро. Итак, в какой ситуации вы оказались, скажем так, изначально, с чем вы входите? У вас иллюзии, с другой стороны, это может быть какие-то мечты о красивом будущем. Вы немножко оторвались, может быть, от того, что вам сейчас не нравится, от того, что вы отталкиваетесь от неприятных каких-то событий, но вы мечтаете подняться, вы мечтаете о красивом, чем-то прекрасном. У вас далеко идущие планы. Вот, то есть вы на подъеме и проектируете такое прекрасное будущее. И стали, вот видите, тут тень такая, как будто вы стоите спиной к тому, к черному прошлому, к тому, что вас не устраивает. Итак, важное событие, которое произойдет у вас в ваших делах, в ваших деньгах, вашим каким-то... Вам придется принимать какое-то очень важное, срочное решение, причем оно будет сделано под давлением, также вмешательством какой-то, может быть, дамы, может быть, это дама вы, учтете какие-то обстоятельства, вам придется действовать очень оперативно, быстро, жестко. Возможно, вы вступите в конфликт, переступите какую-то, может быть, чьи-то границы. Опять же, это может быть вы сами, это может быть вот такая вот дама, где вам придется так очень жестко отстаивать свои границы в этой работе, на работе, в вашем бизнесе, подвергнуть все проверке, пересмотру какому-то жесткому и активно действовать. Так вот прямо жестко. Что ждет вас в сфере по итогам, как это будет развиваться важное событие в материальной сфере, покупки, продажи, что-то вот то, что вам прибудет суд, вы что-то оформите суд, либо примите какое-то важное решение, которое вы вынашивали годами. То есть это также идет это с оформлением в каком-то государственном органе, что-то, какие-то визы, бумаги, это вы, наконец, получите эти бумаги по суду. Решение, может быть, какого-то суда, решение по каким-то вопросам, может быть, получение государственной бумаги в Государственном доме, суд, все, окончательное решение вы какое-то приняли и получить с получением бумаг. То есть все, ваше что-то продать, что-то купить, и это решение вот такое вот очень основательное. Ну, либо оформить что-то себя, как по бумагам, оформить себя в свой бизнес, оформить какую-то жилье, недвижимость. Что можно сказать о вашей личной жизни? Личной жизни. Что вот вы как ожидаете чего-то. У вас ничего не происходит.
Причем это как-то не от вас зависит. Это, можно сказать, такой период, может быть, вот такой вот месяц, да, что замерло все, и вы никак не можете подействовать на эту ситуацию, да. Что конкретно? Ну, тут, если у вас есть отношения, они такие и есть. Ни туда, ни сюда. Семейные отношения, скорее вы ждете какого-то важного события, может быть, в вашей семейной жизни. И пока оно не происходит вот так вот. Потому что вы ждете внешнего события. Да, что-то откроется, закроется, что-то. К чему движется ваш, к какому итогу вы придете по личной жизни к концу месяца? Много общения, возможно, два варианта для одиноких особенно, но это какая-то неустойчивая ситуация. Какие-то переписки, смски, причем ничего не ясно, неосновательно, непонятно. То есть, честно говоря, вот личная карта вообще вот никакая. Что-то вот знакомства, переписки, пропажи, появления, исчезновения. Если это семейная жизнь, тут скорее вопросы, которые вы пытаетесь решить и не можете никак решить этот вопрос переезда, может быть, материальными какими-то ценностями, какими-то бумагами. Вот он ни туда, ни сюда. Что касается вашей социальной жизни, ваши родственники, какой-то неожиданное событие, неожиданный разворот событий. Возможно, с кем-то из родственников случится чрезвычайное событие. То есть кто-то может оказаться больным. Или также это опасность. Не только с родственником, который может произойти, но и с вашим от них, да, какой-то может быть удар. Прям вот так вот, разворот. Вообще социальное окружение, соседи, вот эти люди. Вообще такая очень напряженная карта туз мечей. Чего? Что по итогу? Всадник жезлов. Вокруг вас будет много движухи, какие-то люди. На них не стоит полагаться, я бы сказала, их стоит опасаться. Вот так вот. Что-то такая карта. Что, ну, помним, что это месяц. Что касается вашего здоровья. Вы достаточно много вложили в свое здоровье, в свой какой-то режим дня. Сегодня это вот вы его используете, эксплуатируете в течение месяца. Немножко карта говорит о том, что вы что-то упускаете, какой-то уход за собой, как-то не успеваете в это вложиться. То есть вы расходуете то, чем вы запаслись в предыдущие периоды. Возможно, что это вам работа, переработки, трата энергии какая-то уходит. Что можно сказать по поводу какой-то, что уходит от вас вот в неясности? Вот вся карта какая-то, она двоякая, тут двойки пентаклей, тут какое-то ожидание подвисшее, да, тут жесткая такая вот дама, тут какие-то мечты, устремленность в будущее. То есть уходит что? Уходит неясность, может уходит какой-то период, в котором вы чувствуете подвох, влияние какой-то даже может быть магии, порчи, кто-то под вас копает тайно. Вы также вот эта ситуация уходит. Неясно, запутанность, может быть, вы сами не можете сосредоточиться на чем-то. Нет, это не только касается внешних событий, но и вашего внутреннего состояния. И что приходит? Приходит некоторое недовольство. Недовольство тем, что вы имеете. Ну, знаете как? Это также может быть критика вот со стороны вашего близкого человека, какие-то разговоры о том, что вам не нравится, вот выяснение отношений также. Ну и давайте так, важное событие, вот что
хорошее произойдет вот в этот период все-таки для вас. Шестерка кубков. Все-таки по шестерке кубков некая стабильность, идущая из прошлого. То есть это может быть и поддержка каких-то друзей семьи. Семья это может быть и те, и ваш муж, с которым вы там, близкий человек, с которым вы долго живете, знаете. Также это могут быть ваши родственники, просто люди близкие вам по духу, друзья, единомышленники. Также это может быть встреча с человеком из прошлого, чрезвычайно позитивная, с поддержкой, с эмоциональным таким. То есть вы попадаете в ситуацию, которая вам хорошо знакома, еще такое может быть. То есть вы или возвращаетесь в ситуацию, где все вам знакомо, вы все понимаете, и у вас есть круг людей, которому вы можете доверять. Вот это вот и встреча с человеком из прошлого, вот таким надежным, как вот семья, как близкий человек, да. Вот такая вот карта интересная какая-то. Так, второй вариант. Что вот сейчас у вас? Тоже как бы карта подвисшая, запутавшаяся, запутанная ситуация. Вас что-то связывает, и вы чувствуете, может быть, себя жертвой, подвешенная. Что происходит в сфере ваших заработков, ваших, может, каких-то устремлений денежных, обнаружение каких-то ошибок, может быть. Может быть, вы вскроете каких-то врагов. Может быть, вы вскроете свои собственные ошибки, какое-то неправильное поведение. Все это вылазит наружу. Вскроете. Важное событие в материальной сфере, покупки, продажи, потери. У вас будет новое начинание. Возможно, это также начало какого-то еще бизнеса, который вы пытались, или найти работу, которую вы пытались найти, вот, может быть, последние 3-4 месяца, вы опять приступите к этому с новой силой. Также любой вопрос материальный, вы его начинаете опять же решать. То есть что-то хотели купить, что-то хотели продать, все-таки по итогу вы опять этим займетесь, может быть, с новых каких-то позиций. Так, что будет происходить в личной жизни? Ну, во-первых, над вами, у вас такой падает какой-то император, это может быть пожилой человек, немножко он тиран, немножко контролер, вот такой вот, встреча, знакомство, вмешательство в вашу личную жизнь, если у вас есть отношения, как чей-то отец, я не знаю, может быть какой-то пожилой какой-то мужчина, это может быть и ваш муж, конечно, ваши отношения, где вот он что-то свое крутит, мутит, он давит на вас, он продавливает вас, такой вот немного навязчивый. Так, и что по итогу будет, с чем вы придете, что о личной жизни можно сказать? Вы не проявляете активности, вот вы скорее следуете как бы его продавливанию, вот вы ситуация, которая вы ничего не предпринимаете. Вот вы как бы покоряетесь ситуации, покоряетесь, может быть, слушаете этого человека, который вам на вас давит. Пока эта сила императора перевернута, ну вот она такая вот и есть под вами, да, давит на вас. Ничего не можете предпринять. Как бы подчиняетесь ему, что ли. Что можно сказать о вашем социуме? Вот тут вокруг вас интересные люди, творческие, может быть, люди. Много таких вот приятных встреч, разговоров. Может быть, какой-то уклон в эзотерику, какие-то тайны, интриги, расследования. Люди, с которыми у вас общие интересы, может быть. Такой вот какой-то люди под луною. То есть некоторое такое вот рассеянное, хаотичное все-таки общение,
так знаете, типа отвлечься. Также хорошо обратиться к астрологу, разного рода там эзотерикам, потому что Луна это какой-то все-таки поиск, попытка из непонятного, из какого-то мутной воды что-то все-таки выловить, да, в этом окружении. Так, что можно сказать по поводу вашего здоровья? Вестник мечей, легкие, может быть, какие-то расстройства, нервная раздражительность. Есть такой вот хлопоты какие-то мелкие по поводу здоровья. Итог, вестник пентаклей. Ну что у вас по сути со здоровьем неплохо. Любые какие-то вопросы могут возникнуть, что-то заболело, что-то укололо, раздражительность вот такая вот в нервном плане, она быстро проходит. Это все приходящее. Плюс к тому, что вестник Пентаклей все-таки говорит о том, что вы достаточно окружили себя комфортом, уделяете достаточное внимание вашему здоровью, и все это позитивно вас так поддерживает. Давайте, что уходит в этом месяце? Что уходит? Девятка кубков. Вот уходит какая-то, может быть, симпатия. Может быть, какая-то эмоции. Вот эмоции. Что-то было у вас к человеку, какая-то были теплые отношения. Но вот все это гаснет. Ход эмоций такой вот. Что хорошее приходит? Может, они вам чем-то мешали, да, что хорошее приходит. Туз мечей. Вас ждет что какой-то неожиданный разворот в вашей жизни. Поскольку туз мечей мы смотрим, что хорошее приходит. Скорее, туз мечей, скорее, это все-таки какая-то страсть. Какой-то быстрый разворот или решение. Вот разрубить, кстати, начинается это с подвешенного, что это подвешенное все-таки разрубится каким-то быстрым и неожиданным способом. Ну, давайте так. Какой же итог? О чем это? Возвращение давно ушедшего. Ну, это может быть возвращение и человека. Также это может быть возвращение окружения, налаженного образа жизни. То, на что вы уже давно не могли рассчитывать, что ли, так, что уже давно когда-то ушло. То, что, может быть, грело вам душу, оно вернется. Ну, тут какая-то, как страсть. Что-то вот личная жизнь такая. Давайте дополнительную карту, что это, с чем связан этот разворот. Кстати, у вас изменения, связанные все-таки с доходами. Этот разворот. Вам надо, придется грести лапками, что ли, да, так максимально собраться и пробить потолок в вашем заработке. Вот что интересно, оказывается. Этот разворот скорее касается резкого выхода на другие деньги. И, возможно, это произойдет как-то через кризис или через какое-то преодоление себя, или какой-то вот риск, что ли, да, вот рискнул и выиграл, потому что вы отталкиваетесь от сложной ситуации или от какой-то проблемной. Третий вариант. Такие у нас начинается с вестника мечей, перевернута раздражительность, все раздражает, все вам мешают. Что-то все кругом проходит, то, что вам ограничивает вашу свободу, вашу какой-то покой, нарушает. Какая-то неконструктивная критика, вот это вот все. Что будет происходить в вашей работе? Очень много активности, можно сказать, такая сложная, тяжелая работа, где вам, может быть, придется как бы работать, да, в 3 руки. Работать, работать и работать. Решать проблемы, переработки, возможно. То есть тут такая вот чрезвычайная активность, работа будет. А вот что с этой работой? Давайте посмотрим. Какие-то приобретения,
Покупки или потерь. Что по итогу? Белая карта. Интересная карта. Но белая карта скорее предполагает, что деньги, доходы, они идут не связанные с вашими какими-то усилиями, а вот так как бы на шару. Вот просто из ниоткуда, из какой-то дыры, да. Потому что девятка же что-то вот прям перепаханное поле. Прям столько придется тратить энергии. По итогу деньги совершенно не оттуда. Так, что будет в личной жизни происходить? Девятка кубка. Недовольство друг другом, отсутствие чувств, какие-то пониженный градус чувств. Спадает какой-то, может быть, любовная такая эмоция, флер какой-то из отношений. Либо у вас, вот, если вы одинокий человек, одинокая, вам никто не нравится, вы без эмоций воспринимаете противоположный пол, видите отрицательные какие-то стороны в нем. Давайте, что же это будет по итогу? Прямо черная карта. Белая, черная. Тут какой-то странный вариант. Явно не для личной жизни. Поскольку что-то вас такое вот прям накрывает, что совсем грустно. Вы явно не настроены на личную жизнь. Видите в каждом человеке какую-то черную дыру. Также вообще это может касаться, указывать на некую порчу или на некую такую неудачное вмешательство в вашу личную жизнь магического плана, влияние каких-то третьих лиц. Потому что черная карта, ну это серьезная такая дыра прям пробилась. Ладно, ваш социум. Ну, достаточно живая обстановочка, много каких-то интересных людей, приключений. Даже знакомства, которые могут, люди, с которыми вы, может быть, общаетесь по делу, по каким-то куда-то пришли, соседи, родственники, они к вам, среди них можно даже какой-то вот в любовную какую-то флирт вступить, всадник кубков вот такой может и любовник какой-то быть. Ну, все это вот такое вот, знаете, поболтать, развлечься, земли под ногами нет. Что-то такое вот. Вот такая вот очень бурная обстановка вокруг вас. Вы будете в центре какого-то общества, кстати, мужского. Все как бы хорошо. Но почему-то очень активная жизнь там по работе и доходы. Что-то вот в личной жизни прям черная карта. Все накрыло. Так, и что уже уходит? Уходит и ходит. Уходит. Всадник мечей. Ну что уходит? Уходит осуждение, уходят люди, которые жестко, скажем, вас критикуют, принуждают к какому-то вот своему мнению, приходят через ваши границы, мешают вам жить, вмешиваются резко в вашу жизнь. Вот это вот все уходит. Также это может быть фигура человека, то есть некий мужчина, меч вот такой навязчивый, со своей критикой, своим представлением, который активно вмешивается, подмешивается к вам. Что же хорошего приходит? Туз жезлов, интересная карта. Вам приходит активность, собранность и эффективность. Туз жезлов — это человек, который собрал свои силы, находится на пике активности, творчества. Очень такая карта для того, чтобы пробиться, выбиться, начать новую работу. В принципе, карта активизации всех ваших жизненных сил. Это и здоровье, это и работа, новые какие-то дела, собрать вокруг себя, может быть, команду, найти новую работу. То есть вы расширяете свое движение, влияние на окружающих. Все-таки тут жезл говорит о том, что вы боретесь и побеждаете. И
что же по итогу, что можно сказать знаковым, все-таки король кубков. Ну, видите, у вас в окружении вы очень бурный период в плане активности, рабочей, знакомств. Все-таки конец. Тут мужчина кубок. Пока этот кубок, мужчина, он перевернутый. То есть вы будете окружены большим вниманием со стороны мужчин. И, ну, кубок это такой болтун, это, можно сказать, с ним ужасно весело, с ним есть о чем поболтать, наслаждаться жизнью, любитель выпить, загулять. Просто король кубков. Но немножко он как бы перевернут. Да, очень интересно, весело, но пока тут это скорее как развлечение, это скорее то, что просто как эмоциональная такая разрядка. Человек, с которым у вас приключения. Ну, может быть, это, конечно, ваш муж, с которым вот вам будет дико интересно, но ненадежно. То есть что-то конкретное он пока не решает, этот человек. Ну, зато эмоциональная сторона вопроса тут очень позитивно. То есть вы полны энергии, у вас добиваетесь своих целей, несмотря на критику, несмотря на то, что вам придется потрудиться в этот период. Единственное, что черная карта, то есть вы просто смотрите на людей, которые рядом с вами, или пытаются познакомить, или вашего партнера через какую-то черную дыру. Что-то вы так просто сами это вот очерняете. Смотрите, вот какой-то провал, да? Хотя человек позитивно к вам относится. Может быть, это слишком сложно воспринимаете, слишком много, может быть, вы требуете от этого человека. Да? Тут есть такой момент недовольства, критики, слишком высокие, может быть, стандарты какие-то, что вы так хотите. Ну, развлекайтесь с человеком. Каждый для чего-то создан у нас, правильно? А с вами была ведьма Аграфена. Это был мой расклад на месяц, что вас ждет в этом месяце апреле. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Обращаться только письменно. До свидания.